Привет, друзья! У нас интервью с капитаном, бессменным капитаном команды Нави, Редстайлом. Ну, давай поговорим с тобой про турнир. Как тебе, в принципе, опять играть на сцене перед таким огромным турниром, но уже там не в каком-то Франкфурте, в США, а вот именно на домашней, скажем так, СНГшной арене, Минск-арене? Здравствуйте. Я бы с удовольствием, конечно, может, и поиграл бы на сцене, но, увы, я играл в комнатках. Что касается турнира, и во Франкфурте я, кстати, тоже не был. Что касается турнира, он очень крутой, и действительно StarLadder прыгнул выше головы, он создал нечто невероятное. То есть я похожего не видел нигде, ни в Китае, ни в Европе. То есть только International, но International там совсем другие как бы моменты. International раз в год, а если вот StarLadder повторит такое хотя бы еще раз, то я думаю, мажор какой-то им дадут. Но я так полагаю, что, в общем-то, на мажор-то все и надеются. Тут такой, знаешь, там пятницу я видел там куча людей, которые там в 10 часов уже заняли все места. Это пятница как бы рабочий день, то есть тебя это впечатляет? Это действительно невероятно. Публика, я, если честно, наполовину белорус, и мне здесь очень-очень комфортно и круто, и люди единственное, то есть минус, который был, ну, мы это говорили уже организаторам, могу сказать, наверное, и так, не хватает пресс-зоны, где будут подходить люди и просто фотографироваться и брать автографы, потому что когда лезут наверх, как бы ты с одной стороны хочешь, ну, люди действительно просят, и ты можешь это сделать, для тебя это несложно, но когда ты даешь одному, второму, третьему, четвертому, да, начинается хаос, и ты уже переживаешь за людей, потому что мы сделали вчера такую глупость, мы взяли на листиках в комнатке, написали автографы, листиков 100-200, и начали их раздавать. И я видел, как реально малых людей давили, то есть я уже понял, что я наделал, там же кто-то пострадает. Да, поэтому вот это минус, нужно было какой-то этаж, дорожку, как на International сделать. И кто хотел бы, тот бы взял. А ты вообще помнишь самые первые вот StarLadder, там, Kick-Off Season, по-моему, еще было? Да, конечно, это не сравнить, то есть это вот даже взять последний StarLadder, здесь это, ну, дичайший прыжок, и это очень круто. Хорошо. Ну, наверное, кроме всего прочего, что круто здесь было, вот ты упомянул выступление СНГ команды, вот не очень. Почему так все, ну, облажались по большому счету? По поводу нашей группы, я могу сказать, что у нас довольно сложная была группа. Сыграли мы 2-3. То есть из всех 3 игр, которые мы проиграли, мы могли выиграть. То есть там не было ни где-то тотального проигрыша. Мы везде играли, просто они у нас выигрывали. Так бывает. 2 игры мы отжали. И у нас группа, если посмотреть сейчас топ-3 места StarLadder, это ЕГЭ, Альянс и ЛГД. Это все 3 команды из нашей группы. То есть довольно сложно было. Что касается группы Б, я думал, что оттуда выйдут однозначно Virtus.pro. И вот дальше у меня было непонятно. Там уже как бы один разойдется очки. То есть Vega Liquid, Секреты, Колы были, ну, для всех, наверное, немножко аутсайдерами в той группе. То есть, ну, разошлись очки вот так вот, что в решающей игре Vega победила ВП. Хотя ВП сами много своих игр отдали. Знаешь, там комментаторы, аналитики, они постоянно в последнее время бьют тревогу, что там СНГ-сцена, она сейчас находится в каком-то застое, там какие-то проблемы. Ты с этим согласен? И если да, то почему и что делать? Если честно, ну, мы сами себя в это затянули. Сейчас турниры происходят в основном по инвайтам, а эти инвайты нужно заслужить. И то есть команды, которые заслужили их, они держатся на этих местах постоянно. Это там 2-3 команды из Китая, американцы, альянсы, секреты. А остальные 2 слота делятся нереальным образом между СНГ. То есть у кого-то получается, у кого-то нет. То есть на прошлом мажоре была Vega. На этом они не прошли ту же квалификацию, где реально были сложные матчи и сложная игра. Мы тоже там играли. То есть, а дальше как нам на следующий мажор попадать? Тоже надо что-то где-то выигрывать. А на турниры инвайтов все меньше и меньше. Инвайтят всех, кто уже вошел в моду, как бы нынешнюю. Поэтому СНГ Дота не может себя даже показать. То есть процентажно у них меньше шансов где-то выстрелить. Если едет команда, она едет одна. И какой шанс у одной СНГ команды обыграть всех? Меньше и меньше. То есть те же Virtus.pro пытались что-то сделать, на саммите там 2-е заняли, почти выиграли, да, молодцы. Но вот это бывает очень редко. Может быть, да, есть смысл проводить или участвовать в турнирах там более там среднего, скажем так, масштаба, чтобы там форму держать или там как-то себя заявлять? Конечно, все таки участвуют. То есть если других вариантов нету, все играют на этих турнирах, чтобы более-менее тренироваться. Праки происходят реально со всеми командами, то есть и с Альянсами, и с ЕГЭ, то есть в этом проблемы нет в самой игре. Есть проблема в достижении победы.
То есть, когда 5 китайских команд, и какая-то из них выиграет, это намного больше шансов, чем приехали одни ВП и против 16 играют. 15 команд, вот. Ну, действительно, сейчас она немножко в застой, да. Ну, я считаю, что поэтому. И больше играть надо, тренироваться, усидчивость и все такое. Ну, вообще игроков из СНГ новых лиц появляется или нет? Там, потому что, там, смотря на тот же Китай, после того, как Сидек выиграли, там сейчас у них вообще там куча этих юных дарований, там это было мясо просто на квалификациях. А у нас, по-моему, такого нету. Да, согласен. У меня даже такая идея была, почему так как бы в Китае. В Китае там около 3 составов у Сидеков, 3 состава у Ньюби, и у всех остальных по парочку составов еще и молодых набрали. С пабликов, с лиг, неважно откуда. А у нас как бы ни одной команды нет юношеской, ни у Virtus.pro, хотя это хорошая организация. Вега, Нави, все остальные. Да. Можно взять молодых и как бы пусть играют, тренируются. А почему не делается? Знаешь, там ты можешь сейчас набрать молодых, это через 2 года, и как в Китае они там меняют туда-сюда. Да, ну вот пока еще к этому почему-то не готовы. Тот же Team Spirit это спокойно мог и может быть любой состав более-менее молодых, хоть там есть и Гоблок и Флай, но какие-то молодые там парни, Afterlife, Рамзес и Айсберг, это очень сильно. Ну, в начале, получается, сезона, может быть, прошлого, там много команд СНГ появилось молодых, там те же Hellraisers, там Power Rangers, вот у вас там Махмо, он, в принципе, может быть, как игрок и старый, но на сцене, на просцене он новый. Вот почему сейчас не появляется и что нужно конкретно делать, может быть, кроме там этих составов, самим игрокам? Конкретно сейчас, мне кажется, просто лень. Нет, это не игрокам, это надо делать действительно организациям, заниматься этим. То есть сейчас только начали заниматься тренерами и менеджерами нормальными, толковыми, а как бы уже пора создавать и уже вторые составы, и подбирать и агентов, кто будет искать этих всех молодых парней, то есть все это надо. Короче, пока не прижмет, ничего делаться не будет. Ну да, вот конкретно сейчас СНГ-сцена проигрывает китайская хотя бы по этому поводу. Я понял. Расскажи немножко про вот Ахмо, про как вот вы его нашли, как он проявляет себя в команде. Ну, я вроде как раз и говорил это уже давно на интервью. Я пытался создать новый состав Нави, второй, действительно, я не мог попасть в первый, понимал это. Буду медленно играть с молодыми и пытаться во второй. Во втором мы неплохо выступали. Серьезно, был такой парень. Вот как еще одна команда есть, Элементс, там Генерал тоже я с ним играл, очень классный, талантливый парень. Вот так вот. Потом меня позвали в Нави, в общем, не хватало хардера. У меня был как раз на тот момент молодой хардер. Примерно такая же схема, она есть в Китае. Как бы есть молодой парень, его надо взять уже, может, потестить, если нету в основном составе на ту же роль парня, игрока. Вот. А вот говоря в каком-то усилении СНГ-сцены, можешь представить, допустим, что есть возможность там взять каких-то легионеров, то будет это работать или все-таки язык, вот language barrier, он основной? Ну, я действительно считаю, что да, это всегда вызывало проблему. Даже когда Купе играл в Нави и так далее, он пытался разговаривать больше по-русски. Потом, конечно, когда пришел еще и Куроки, они начали уже на английском общаться, но все-таки комфортнее разговаривать на русском, обычные простые колы, таких даже слов по-английски нету. То есть то, что ты хочешь сказать. А если бы, опять же, такое, знаешь, пофантазировать, вот какие-то игроки там со сцены, там Лода, Аки, вот они могли бы там как тренеры закончить карьеру в каком-то этапе, там порваться на СНГ-сцену, там тренировать народ, какие топовые команды, вот ты бы что-то поменял или у вас на СНГ-сцене достаточно таких вот товарищей, которые могут поднять ее с колен, не знаю, с колен, не с колен? Да, все верно. Почему и нужны тренеры и все остальные люди, которые будут олдскулы, они будут понимать, как должна выглядеть команда. Они все это проходили, так или иначе где-то стреляли, понимали, какой концепт и вообще модель должна быть у команды. Они могут подобрать нормальных игроков. Что касается брать Лоду или Аки, чтобы они это делали, во-первых, им сейчас это не очень выгодно. У них еще они на второй International второй, наверное, хотят взять. Они тоже это смогут сделать, но опять-таки будет языковой барьер. Они не смогут реально объяснить СНГшным русским ребятам, что они от них хотят. Хоть они и опытные, и очень крутые, им понадобится переводчик. Для сборной России брали тренеров, брали. Ничего не выходило. Да. А какая сейчас мотивация вот играть? Ну, понятно, там Лода, Аки, они все выигрывают, ты там играешь до тех пор, пока ты выигрываешь. Вот есть там старички, там, типа там Дэнди, вот, да, которые вот. Основная мотивация — это деньги или не деньги? Деньги это было
Был такой один момент с деньгами, да, когда турниры были по 2-3 тысячи, потом резко стали сотни, миллионы. Да, в этот момент, может, деньги превосходили все. Но сейчас как бы этих турниров настолько много, зарплаты, там так или иначе деньги есть. Сейчас конкретно хочется титулов, которых нет. Вот, за них сейчас идет вся основная борьба, и эти титулы тебе приносят немалые деньги, даже если убрать оттуда даже призовые. Ну, в общем-то, логично, я думаю. Знаешь, как бы ты по-любому что-то выигрываешь, ты получаешь что-нибудь. Хорошо, тогда давай, вот вопрос есть по игре. Против LGD вот вы взяли такую старую связку, там, сигнатурную, Нави, Чен плюс Падж. И не зашло, и там критиковали аналитики, что вот вы взяли, там, чем вы руководствовались? Конкретно в том моменте мы руководствовались колом, что Пуджик неплохой герой, давай возьмем. Но дело не в этом. Еще раз, то, как происходит в команде, знать аналитики не могут. Аналитики не слышат этих разговоров. Аналитики не знают, чем игроки руководствуются. Аналитики говорят со своей колокольни. Они не понимают, что Дэнди говорит, что я этим пуджом сейчас я убью этого СФа 3 раза. И он это делает. И позиционку он всегда нам будет выигрывать. И этот герой, который СФа убивает практически на любом левеле. Ну, если у СФа, конечно, полетит, и он начнет пуджа убивать с 3 ударов, другое дело. Там мы, получается, выиграли почти все линии. И даже Магнус, который стоял на харде и должен был там ничего не получать, получал нет левел. Там все решил конкретно один файт из-за просто мискоммуникации. То есть мы не сговорились, мы не прыгнули правильно, все не сделали, из-за этого проиграли. Игра шла отлично, вот под как хотели шла. Действительно, рассматривали реплей, все было супер у всех. Как хотели, так и было. Но кто-то должен был выиграть, кто-то должен был проиграть. Если бы выиграли мы, сказали бы, ну, бля, СФ, конечно, был плохой пик против Пуджа, бы говорили. Я говорил тебе, СФ слабенький против Пуджа, ты там умрешь пару раз. Вот. Опять же, вопрос такой по игре, там многие считают, что вот Нави это команда, которая там не особо сильно пушит в этом патче, хотя там другие команды, если там не чисто пуш-пик, то они берут каких-то там пушащие лайны героев, то есть такого плана. Вот почему так, я согласен ты ли с этим? Сейчас просто пуш это всегда риск, так или иначе, это как бы дорога в одну сторону. Если оно у тебя не получится, ты провалился. А не конкретно от нас были такие требования, а мы сами уже захотели, но надо уже хоть выигрывать. Хоть какую-то игру через игру хотя бы, то есть уже получать преимущество. И вот лучше, легче сейчас играть, как мне кажется, на ошибках врага. Враг ошибается, пушающий враг, ты дальше выигрываешь игру, заканчиваешь сам. Пушить тоже можно, но для этого нужно иметь команду, которая действительно команда уже. Пока так или иначе мы сыгрывались неправильное слово такое, учились просто понимать друг друга элементарно. В пуше действительно один плохой мув, все, пуш заканчивается, все отменяется, у тебя есть еще пару попыточек, но они уже хуже и хуже, процентажно, чтобы они удались. И все, пуш заканчивается. Короче, вы играете просто сейчас тем, что вам сейчас удобно. На верочку играем, вот хоть где-то что-то поджимать, инвайтики, может где-то пройти что-то. Если бы мы уже реально чувствовали силу и чувствовали, что у нас есть за спиной там куча турниров, мы можем все это делать в данный момент и рисковать, мы бы это делали. Хорошо, вопрос тоже такой, который я не могу не задать. Там патч сейчас поменял, по-моему, много всего, и там начали появляться герои новые. Какие ты думаешь, вот сейчас мета сформировалась или еще идет там сильный поиск всего? Пока она еще действительно идет поиск, потому что можно вообще открыть реплей действительно 2013 года. Так правильно замечали аналитики, что в принципе все вернулось, Альянс is back, Фурионы, Лондруиды, но Фурионов, Лондруидов в той мете начали обыгрывать потом очень жестко в один момент, почему альянсы как бы и распались. Надо всего лишь вспомнить тех героев. Вот. Хорошо, вот, в принципе, добрались до Вега. Ты, может быть, уже комментировал их выступление. Такой вопрос. Вот наш Вега одна из тех команд, которые там состав не меняет очень долго, и такая политика. Вот ты считаешь ее правильным, или в какой-то момент может быть наступить время перемен, и нужно что-то менять? Вот. Я считаю, что это нереально правильно, и я ее поддерживал еще с того момента, когда они на Интернешнале вылетели Сквал. Ну, с вайлдкарда. Я видел, что они команда, я ходил их поддерживал, как мог заряжал, серьезно. Даже сейчас, кого не встречаю, говорю, вы молодцы, оставайтесь вместе. Я так клянусь, блядь. То есть это реально так. Я действительно считаю, что они должны это делать, и у них все получится со временем, то есть все вознаградится. Но сейчас действительно большая конкуренция, и надо просто потренироваться, подождать, решить все проблемы и играть
как с чистого листа. Тут дружба уже есть, друзья, тимплей так или иначе был, его можно возродить, если он где-то недоверие какое-то появилось. Надо продолжать. Звучит неплохо. Ну, наверное, в завершении вопрос такой, какие ваши там дальнейшие планы, там, не знаю, может быть, для тех, кто не особо следит за инвайтами, потому что сейчас куча там турниров, вот где вы конкретно будете играть? Честно, сейчас идет, турнир начинается прямо вот через день-два. Многие из нас будут в дороге домой, так или иначе. Мы еще не знаем, какие это турниры, какие будем. Как бы это не жалко, если даже, может, снимемся с какого-то. У нас их и так там только 1-2, но мы просто не успеваем приехать со Старлада, и передвинуть матчи не получается. Не знаю, планы играть, наигрывать. Сейчас все будут так или иначе наигрывать свой личный скилл, играть, продолжать в пабликах, много уделять этому времени, как минимум там по 7-8 часов в день, потому что это действительно пока ключ к победе, который, ну, ключ к то, что мы можем делать на данный момент, если у нас нет инвайта или турниров реально. Мы должны развиваться сами даже, когда командой играть в раке, когда соло, все равно играть много в доту. Спасибо тебе. Ну и в завершении, вот, все хотят мейджор в СНГ. Что ты можешь сказать всем тем, кто хочет, и что нужно делать фанам, людям для того, чтобы это состоялось? Я считаю, что мейджор в СНГ должен быть, потому что так, ну, может, мы возродим дота-сцену, но здесь будет по КД этот мейджор, но пока действительно дота-команд здесь мало, поэтому, может, поэтому Valve не хотят этого делать, но здесь можно сделать очень-очень крутой майор. Короче, нужно просто всем играть в доту, смотреть доту. Вести себя хорошо. То есть, вот как здесь публика, это шикарная публика. Действительно, я не видел ни одних таких плохих или каких-то моментов некрасивых. Все пока сделано четко и хорошо. Звучит круто. Спасибо тебе большое, удачи. Пока. Спасибо.